Здравствуйте! Это канал Herbals.ua. И сегодня мы поговорим о кашле и его лечении народными средствами. Поддержите наш канал лайком и подпиской. Это позволит нам делать больше интересного контента. Итак, кашель, бронхит, лечение народными средствами. Лечение народными средствами этой болезни часто оказывается эффективным. Это неудивительно, ведь бронхит относится к распространенным заболеваниям дыхательной системы, и народная медицина давно нашла лекарство от этой хвори. Воспаление слизистой оболочки бронхов может развиться как самостоятельное заболевание, вызванное инфекцией или неблагоприятными факторами среды. Иногда острый бронхит становится осложнением на фоне другой болезни – кори, ОРВИ, ветрянки. Бронхитом часто страдают курильщики. Некоторые вредные производства также способствуют появлению предрасположенности к бронхиту. Симптомы острого бронхита развиваются быстро. Сначала больной начинает чувствовать недомогание, у него поднимается температура, в груди появляется ощущение, словно кто-то прошелся по дыхательным путям грубой наждачкой. Дыхание становится хриплым, шумным. Через некоторое время появляется сухой кашель, не приносящий облегчения. Вскоре начинается отделение мокроты и кашель становится влажным, с большим количеством отделяемого неприятного серовато-желтого или зеленоватого цвета. Если не запускать острый бронхит, народное лечение может дать отличный результат и не даст болезни перейти в хроническую форму. Рецепты народного лечения бронхита. Если симптомы указывают на острый бронхит, лечение народными средствами нужно начинать немедленно. В начале заболевания состояние больного может облегчить использование патагонных средств, отвара из сушеной малины, цветков липы, шалфея или мяты. Хорошо помогает также имбирный чай с медом, можно добавить немного лимонного сока, если нет аллергии. Иногда помогает компресс из натертого хрена, но с этим средством нужно быть очень осторожным, можно ненароком добавить к бронхиту ожог и раздражение на коже. Детям можно делать на ночь компресс из разогретого натурального меда, смешанного с топленым свиным салом. Когда появляется сухой кашель, облегчить состояние помогут отхаркивающие средства. Одно из наиболее эффективных – это сок черной редьки, смешанный с медом. В северных регионах для лечения бронхита готовят сироп из сосновых почек, с добавлением меда и спиртового раствора прополиса. Для приготовления этого средства килограмм сосновых почек мелко нарезают, кипятят в 3 литрах воды в течение 15 минут. В процеженный отвар добавляют 1 кг меда и 10 мл спиртовой настойки прополиса. Все хорошо перемешивают, разливают по стеклянным бутылкам и хранят состав в холодильнике. Курс лечения – до 3 недель, в течение которых нужно принимать по 5 мл состава за 30 минут до еды 2-3 раза в день. Когда бронхит переходит в последнюю фазу, можно переходить к лечению соком алоэ. Для лекарства потребуется 10 зрелых листьев алоэ. Растение должно быть не моложе 3 лет, и перед срезанием листьев его не поливают в течение недели. Срезанные листья выдерживают в холодильнике 1-2 дня, потом их измельчают в мясорубке или блендере. В получившуюся массу добавляют половину литра меда и 1 литр когора, все хорошо перемешивают и дают настояться в течение недели в темном месте. После этого состав нужно процедить и хранить в холодильнике. Пьют лекарства по столовой ложке перед едой, трижды в день, курс составляет 30 дней. У этого средства есть противопоказания. Детям оно не подходит из-за значительного содержания алкоголя. Нельзя принимать состав беременным и кормящим женщинам. Не рекомендуется применение при наличии заболеваний печени и почек. Приобрести настойки травы и жиры от кашля, а также другие товары для здоровья и долголетия вы можете в нашем интернет-магазине Herbals.ua. Ссылка будет в описании. А если видео было для вас полезным, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.